Доброе утро, дорогие друзья! Это программа о вкусной и здоровой пище, а меня зовут Стали Ханкишиев. Вы знаете, почему у меня сегодня такое хорошее настроение? Дело в том, что у меня в руках чудо среднеазиатской кухни, настоящая самса, которую я собираюсь испечь в настоящем тандыре. Именно об этом устройстве я хотел рассказать вам пару слов. Загляните внутрь. Собственно говоря, это выстроенный из кирпича огромных размеров кувшин, совокупный вес которого примерно 500 килограммов. Здесь внизу топочная дверка. Она может служить и поддувалом, отсюда и пепел можно вытаскивать. Отсюда можно и дрова подкладывать, чтобы протопить тандыр, либо чтобы поддержать в нем необходимую температуру. Поэтому я закладываю в тандыр охапку хвороста. Вот он сейчас сгорит, и мы получим ровно ту температуру, которая необходима для выпекания самсы. Два термометра необходимы для того, чтобы оценивать правильно температуру. И не просто температуру внутри тандыра, но еще и глубину прогрева тандыра. Вы понимаете? Ведь если сжечь охапку другую хвороста, то тандыр очень быстро можно разогреть даже до 400 градусов на внутренних стенках. При этом его наружные стенки останутся холодными. Ужасное зрелище, не правда ли? Столб огня. Именно так и протапливают тандыры в Узбекистане. У меня есть другой способ, более подходящий. Но я предвижу вопросы зрителей. А как же в Узбекистане обходятся без термометров? А очень просто. Загляните в тандыр. Половина тандыра побелела, а половина тандыра все еще покрыта сажей. Значит, прогрет недостаточно. Необходимо, чтобы сажа выгорела. Обязательно. Эта длинная кочерга необходима для того, чтобы притрамбовать, немного успокоить уголь в тандыре. Я, пожалуй, что перекрою поддувало для того, чтобы горение прекратилось. Но мало того, в тандыр необходимо побрызгать водой. Во-первых, и стенки очистятся, а во-вторых, он примет необходимую температуру. Тепла в нем запасено более чем достаточно. Вода нам еще пригодится. Воду в тандыр брызгают 2 раза. В первый раз, когда собираются посадить в тандыр самсу. А второй раз, впрочем, вы сейчас все увидите. Не переключайтесь. Это самая интересная кулинарная программа из всех, что может быть. Но погодите. В Узбекистане вот этот уголь накрывают листом железа. Знаете почему? Да потому что уголь сияет еще алым цветом. Самса в тандыре слишком быстро зарумянится. Зарумянится, а внутри останется еще сырою. Самса пропекается прежде всего за счет тепла, которое получает от стенок. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года. Самса пропекается прежде всего от того тепла, которое получает от стен тандыра. Ну что, вот и настал самый ответственный момент. Самсу пора сажать в тандыр. Давайте я честно скажу. Я выпекал самсу в тандыре несколько раз в своей жизни. Ну, может, не знаю, 5 или 6. Допустим, это будет 7-й. Но я неоднократно изучал, как выпекается самса в тандыре у хороших мастеров. Замеряя температуру воздуха внутри тандыра, замеряя температуру стенок внутри тандыра, замеряя температуру внутри самсы и внутри других изделий.
которые пекутся в тандыре. Так вот, я совершенно точно знаю, если температура стенок в тандыре существенно отличается от 225 градусов, то, если температура ниже, самса испечется, но ее потом от стенок не оторвать. А если температура тандыра существенно выше, самса не испечется. Самса будет отпадать от стенок тандыра. Вы вообще понимаете, почему самса держится на вертикальных стенках тандыра? Можно даже вот так вот под купол, под потолок прилепить самсу, и она будет держаться. А посмотрите, вам это ничего не напоминает? Медицинские банки. Опа! Ведь примерно так же они приклеиваются к спине и не отрываются. Каждая пора в кирпиче, либо в глине, из которой построен тандыр, является микроскопической медицинской банкой. Понимаете, воздух внутри нее горячий, а здесь влага и прохладно. Поэтому воздух в порах остывает, и эти поры притягивают к себе гладкое, ровное тесто самсы. То же самое происходит с лепешками. Вы знаете, я абсолютно уверен, что в Узбекистане есть десятки тысяч людей, которые умеют печь самсу лучше меня. Но узнать про 225 градусов будет полезно даже им. Вот чем кулинар отличается от повара. Теперь тандыр надо закрыть. Пусть не остывает. Больше того, влага, которая содержится в самом тесте, в мясе, начнет исходить из самсы. Мы ее накрыли, чтобы она не терялась. Тоненькие струйки этого пара с волшебным, уникально аппетитным ароматом все-таки будут просачиваться наружу. Но в целом влажность внутри тандыра будет примерно такая же, как в русской бане. Только температура воздуха около 200 градусов. Надо подождать минут 45-50, когда станет нестерпимо вкусно. И я знаю, как мы с вами проведем это время. Я как раз успею вам рассказать обо всех секретах приготовления мясного фарша и особенно теста для самсы. Пошли! Да, тесто для самсы имеет свои секреты. Оно должно быть очень твердым, очень тугим. Внимание! Я даю пропорции на 1 килограмм муки, что хватит примерно на 12 самсушек. В килограмм муки я насыпал 25 грамм соли, 320 миллилитров воды и 70 миллилитров растительного масла. Можно использовать слегка подогретый растопленный бараний жир. Получится еще вкуснее. Ну а дальше все как обычно, вымешиваем, прилагая усилия. Скорее всего, тесто даже останется в виде разрозненных кусочков. Ничего страшного. Слепите его в один комок, заверните в целлофан и уберите в холодильник. До завтра. Да, тесто на самсу готовят загодя. Впрочем, как и фарш. Фарш без жира не бывает. Отлично подойдет курдюк. Но если нет курдюка, необходимо взять любое другое сало. Может быть, внутреннее сало, почечный жир. Хотя они застывают очень быстро и создают неприятное впечатление. Вот о мясе стоит поговорить подробнее. Если вы хотите получить самсу с тем самым вкусом, каким она бывала и да и есть еще на базарах узбекских, необходимо брать мясо далеко не самое дорогое, далеко не самое лучшее. А вот пашина, какие-то другие части туши, в которых содержится довольно много коллагена. Ну и, конечно, много лука. На 1 килограмм мяса необходимо взять 300 грамм курдюка и 600 грамм лука. И по столовой ложке соли на каждый килограмм мяса. Я предпочитаю соль насыпать на лук, чтобы потом при помощи крупинок соли выдавить из лука сок. Ведь самса должна быть сочная, правда? А теперь приправы. Почти что такие же, как на шашлык. Каждый может брать по своему вкусу. Я беру немного зиры, чуть побольше молотого кориандра. Можно взять
сухие травы, можно взять красный перец, можно взять только черный перец. Каждый раз получится вкусно, каждый раз получится немного своеобразно. Но все-таки основной вкус самсы – это тесто, мясо, жир и лук. Предвидя, какой вкусной должна получиться самса, я решил сделать сразу двойную порцию фарша. Да и тесто потом замесил еще. Фарш замешивается и оставляется промариноваться. Точно так же, как мясо на шашлык. Вот постоит мясо ночь, либо даже сутки в холодильнике, и от лукового сока станет мягче. И тесто. Тесто за ночь в холодильнике превращается в нечто совершенно другое. Оно по-прежнему очень твердое, но теперь это уже явно один комок. И посмотрите, каким красивым оно получается на срезе. Да, хорошие кулинары оценивают тесто именно по срезу. Это тесто из 1 килограмма муки. Здесь было 320 мл воды, 70 мл масла, соль. Одним словом, тесто у нас 1 килограмм 400 грамм. Я думаю, что из этого теста можно сделать 12 штук самсы. Поэтому тесто нарезаем примерно по 110-115 граммов. Нарезать и раскатывать? Нет. Есть хитрости. Когда я готовил этот выпуск, опытные мастера по приготовлению самсы из ферганы прислали мне видео о том, как они изготавливают заготовки из теста, так называемый зуваляк. Вы поняли, что произошло? Работая большим пальцем и ладонью руки, у меня получилось скатать тесто в эдакий шарик с очень гладкой поверхностью снаружи. Мне пришлось учиться этому приему, но я хочу показать вам прием попроще, который я уже показывал, когда мы готовили чебуреки. Кусок теста необходимо расплющить ладонью, а потом подворачивать его края к центру. Можно повторить этот прием до тех пор, пока не получится абсолютно круглая, гладенькая заготовка. Если начинать раскатывать просто кусок теста, то края у сочня получатся неровными, и кроме того, внутри теста не образуется, некоторое подобие слоев. А сейчас все получается очень хорошо. Посмотрите, обратите внимание, как я раскатываю тесто, как я работаю скалкой. Я заставляю вращаться сочень на столе. Я делаю края теста намного тоньше, чем середина. Видите, края уже светятся, а в середине теста довольно плотное. Я вам чуть попозже покажу, почему я измеряю сочень при помощи пиалы. Обратите внимание, что тесто настолько твердое, что я не использую муку для подпыла. Раскатываю его просто на чистом столе. Мастера по приготовлению самсы так волновались, что прислали мне видео буквально о каждом шаге приготовления самсы. Вот и края самсы они залепливают виртуозно, за 10-15 секунд. Самсу удерживают в одной ладони, и как-то там получается у них, что указательным пальцем и большим пальцем руки края лепятся, и самса получается готовой секунд за 10, за 15. У меня так и не получилось повторить их прием. Поэтому я советую вам взять пиалу. Необходимо подобрать пиалу примерно того объема, который получится самса. Тесто 110-115 грамм. Фарша мы берем 160-170 грамм. Значит, пиала должна быть примерно на 300 миллилитров. Тесто уложили в пиалу. Заполняем пиалу фаршем. И вот теперь слеплять края теста гораздо удобнее. Примерно через каждый сантиметр-полтора я образую на тесте складки и слепляю их таким образом, чтобы они расплющились, стали вдвое тоньше. Вот, самса готова. Вынимаем ее из пиалы, и необходимо убрать готовую самсу под целлофан, чтобы не пересохла.
я предвижу ваши вопросы. А как нам испечь самсу дома? Ведь у нас дома нет тандыра, а самсы, дядя Сталик, ой, как хочется. Все очень просто. Готовую самсу необходимо смазать разболтанным яйцом и присыпать кунжутом и седаной, как ее еще называют, чернушка либо нигелла. А духовку, да, вашу обычную духовку, необходимо прогреть максимально, ну вот хотя бы градусов до 220. А еще вам понадобится так называемый камень для пиццы. Они бывают разные, бывают очень красивые, бывают вот такие, чем-то напоминающие шамотный кирпич. И у меня камень для пиццы еще хороший, достаточно толстый, примерно сантиметр толщиной. Он разогрелся в духовке до 220 градусов. И на горячий камень я выкладываю самсу. У меня духовка не очень большая, не очень мощная. И я полагаю, что 6 штук самсы, которые в совокупности весят почти что 2 килограмма, изрядно остудят духовку. Поэтому я устанавливаю таймер духовки примерно на 1 час. Проверим, как получится. Посмотрите, что происходит с самсой в духовке. Да, надо было самсу раскладывать попросторнее. Не надо было жадничать. Достаточно было бы испечь 4 штуки самсы. Небольшие духовки обычно грешат тем, что пропекают неравномерно. Поэтому я перевернул камень для пиццы. И еще через 30 минут самса была примерно готова. Пойдем сравним с той, что в тандыре. Самса, которую пекли в духовке, готова. И если к ней принюхаться, она даже чуть-чуть пахнет. Но вы представить себе не можете, как пахнет из этого тандыра. В округе на километр все закрыто запахом настоящей узбекской самсы. Все, я больше не могу терпеть. Я открываю. Но это еще не все. Это еще не все. Процесс еще не окончен. Теперь самсу необходимо немного запарить. У меня прямо сейчас появилась одна идея насчет вот этой самсы. Мы сейчас их уравняем с этими по запаху. У меня все равно часть самсы отвалились. Да они приготовились уже и отскочили от стенки. Хорошо, что в самом низу я поставил поддон. Я именно на этот поддон сейчас положу самсу. Она там подогреется. И, кроме того, получит немного тандырного запаха настоящего. Ох, ох, ой. И еще, вот этот камень для пиццы. Понимаете, он тонкий. Он всего лишь навсего 1 сантиметр толщиной. Ну, что-то похожее. Но все-таки донышко у самсы должно быть намного тверже и абсолютно сухим. Вот это более похоже. Вот это практически правильная самса, несмотря на то, что приготовлено в духовке. Но сейчас, в результате следующей процедуры, запах раскроется еще больше. Брызгаем на стенки, брызгаем прямо на самсу. Побрызгали, добавили влажности, что у меня аж очки запотели. И еще раз накрываем крышкой. Еще минут на 5, на 10. Этот процесс требует неординарных физических усилий. Но вы бы знали, какое удовольствие, какое счастье я сейчас испытываю. Ну все, открываем. Открываем. Чтобы открыть как положено самсу, нужна пара вот таких салфеток. Этими салфетками я работаю как вентилятором. О, запах подальше разойдется. Покупателей больше соберется. Нет, на самом деле необходимо выгнать пар из тандыра, слегка остудить тандыр, и от перепада температур
самса начнет отходить от стенок тандыра намного легче. Впрочем, у меня для этого есть специальные инструменты. Вот этим самсу поддеваешь, а она падает прямо в ковшик. Но прежде чем я сниму самсу, я хочу объяснить вам причину, а точнее природу ее волшебного запаха. Загляните вместе со мной в тандыр. Видите? Видите вот эти потеки по стенкам тандыра? Как самсу не лепи, а все равно лук, мясо выделяет сок. Сок внутри самсы вскипает. Вскипает, и пар немного рвет самсу. И из нее начинает сочиться сок. Этот сок течет по стенкам тандыра. Течет и сгорает. И именно этот сгоревший сок и имеет этот волшебный запах. Вот она, первая самса. Для того, чтобы не вспотела тарелка, выложим его салфеточкой. Супер! Отпрыгивает от стенки. Ай, самса, ай, падарам, ай, мадарам. Ну и вот то блюдо, в которое самса сначала нападала, и в котором теперь подогрелась и дошла до правильного запаха, до верной кондиции самса, испеченная в духовке. Вы знаете, какой самый главный вывод сделал я за сегодняшний день? До чего же дешево стоила самса в Узбекистане? До чего же мало мы ценили тех людей, которые за сущие копейки работали вот так тяжело, как я сегодня, для того, чтобы порадовать нас вкусными блюдами в любом районе Ташкента, на любом углу Ферганы, в любой махалле Самарканда. Я хочу поблагодарить узбекский народ. Очень талантливый, очень щедрый, трудолюбивый, гостеприимный. И еще раз воздать славу, передать мое восхищение моей любимой узбекской кухне. Приятного аппетита! Aziz O'zbek millatini do'stlar, aziz O'zbegim xalqim, sizlarni yaxshi ishlaringizni hech qachon unutmaymiz. Rahmat sizga. Rahmat akalar, opalar, do'stlar. Katta rahmat sizga. Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал»,
книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.